Вот теперь о нескольких таких проблемах, которые действительно сейчас вызывают тревогу у большинства нашего народа. Я хотел бы их озвучить, конечно, вы их сами прекрасно знаете, но немножко порассуждать в отношении, в первую очередь, такой проблемы, как массовая миграция, которая несет, с моей точки зрения, угрозы для традиционной идентичности российского общества. Чем мы были сильны? Мы были сильны вот этой самой идентичностью. Да, мы много как бы национальный народ, но в основном-то это, конечно, русский народ. Он определил культурную и духовную такую составляющую многонациональной нашей страны. Ну и соответствующие, конечно, этические принципы, которые были сформированы нашей культурой, и, не боюсь сказать, и церковью, и другими религиозными организациями, они, конечно, очень значительно повлияли на мировоззрение людей. Еще раз хочу сказать, на формирование вот этических норм. И все это, несомненно, является таким достижением нашего многонационального народа и нашей великой страны. Но вот появление нового вызова, который я бы назвал так, как массовая миграция, несомненно, несет серьезные угрозы. В первую очередь для традиционной идентичности российского общества. Люди, которые сюда приезжают, не всегда соответствуют по уровню бытовой культуры большинству народа, в который они влились. Вы лучше меня знаете те конфликты, которые возникают. Иногда эти конфликты сопровождаются очень опасными преступлениями. Но вот, и, наверное, вы, как никто другие, занимаетесь всей этой темой, в том числе и стоите на страже всего нашего народа. Но я бы сказал вот о чем. Откуда вообще возникает вот эта этническая преступность? Вот один из ответов, который я сам себе дал, задавая такой вопрос, это опасность замкнутых этнических сообществ. Вот в этих замкнутых этнических сообществах, куда не проникает свет нашей цивилизации, ни духовное нашего влияния, даже политического влияния нет, они живут своей замкнутой жизнью. Вот формирование замкнутых этнических сообществ, недоброжелательно относящихся к коренному населению России, и нежелание многих мигрантов интегрировать в российское общество, их нежелание учить язык, изучать нашу культуру, пренебрежение к российским законам, все это является серьезной угрозой и вызовом нашему государству и обществу. Особенно вызову нашим традиционным духовно-нравственным ценностям, что очень опасно для сложившейся культуры и даже культуры межличностных отношений, которые сформировались в России, начиная еще с дореволюционных времен. Поэтому хотел бы поблагодарить Следственный комитет, главу Следственного комитета и всех вас за тот вклад в обсуждение этих вопросов, в том числе на различных площадках. Я знаю, что одной из таких площадок был Высший Церковный Совет, который как бы поставил эти задачи, и в обсуждении их принимали участие ваши коллеги. И, конечно, мы должны как-то до конца выработать общенациональный консенсус об отношении к тем вызовам, которые несет миграция. Надо очень серьезно принять во внимание этот вызов. Наша страна справлялась с страшными вызовами, связанными с внешней агрессией, и всякий раз побеждала. Но вот то, что сегодня происходит, это ведь не внешняя агрессия. Все эти люди становятся как бы нашими гражданами, иногда получая гражданство, иногда и не получая. Но группируясь в такие вот группы, склонные к употреблению насилия в достижении своих целей. Поэтому полагаю, что этой теме все мы должны уделять особое внимание. В первую очередь, конечно, такие организации, которые вы принадлежите,
правоохранительные органы, но и церковь себя не отлучает от решения этих задач, проблем и готова вносить свой вклад. Поэтому, я думаю, нам предстоит серьезный еще разговор о причинах тех кризисных явлений, которые возникли в нашем обществе благодаря притоку миграции, который является и по культуре, и по образованию, и по вероисповеданию, не той, которые традиционно существовали в нашем обществе. Теперь позвольте мне поблагодарить Следственный комитет за внимание к сохранению русской национальной идентичности, за последовательное и честное отношение к вызовам миграции. Это все то, что мы видим и за что мы вас сердечно благодарим. Вы вносите большой вклад в общественную дискуссию на эту тему, и в этом проявляется ваша забота. Когда я говорю «ваша забота», я имею в виду всех от самого высокого начальства и до вот тех молодых людей, которые, может быть, только вошли в эту систему и отождествляют себя с нею в качестве полноценных сотрудников. Благодарю всех вас за внимание и желаю крепкого здоровья, сил и помощи Божией в дальнейшем ответственном служении Отечеству. Спасибо.